Всем привет! Вы смотрите «Взгляд с трибуны», и я приехал в Шотландию. У меня за спиной дом футбольного клуба «Хиберниан», а впереди целых 3 футбольных матча за 3 дня. Все начнется именно здесь, где сегодня вечером Хибс сыграют в рамках Лиги конференции против косовского клуба Малишева. Я, честно, даже не знаю, как правильно произносить их название. В первом матче косовары выиграли со счетом 2-0, так что Хибс сегодня очень важно вырывать победу. Я не сомневаюсь, что на глазах своей публики команда покажет отличный перформанс. Но я наслышан о том, что у клуба есть ультрас, так что наконец-то побываю на футболе, где есть бодрая, активная поддержка. Соскучился я по этому делу. Ну, а потом отправлюсь в Данди, и дальше у меня будет Абердин. В общем, поездка будет интересная, так что следующие несколько недель обещают тоже быть очень увлекательными у меня на канале. Вы же заранее ставьте лайки, подписывайтесь на меня, если еще этого не сделали, пишите комментарии. Вся эта движуха помогает продвижению моего контента и развитию канала. Ну и погнали. Нас ждет Шотландия, ну и в данном случае Хиберниан Малишева. Будет интересно. Приехать в Шотландию и не поесть хаггис, мне кажется, это просто преступление, поэтому свой нынешний трип я начинаю именно с этого, с обеда в сети пабов Wetherspoons. Здесь очень приятные цены. Порция хаггиса с пюре из картошки, а также из брюквы, так называемыми nips and tatis, стоит здесь 11,78, если берете ее с пинтой напитка. Ну и самое время отведать главного шотландского деликатеса. Как всегда, хорошо. Суховато, единственное, но это Wetherspoon. Не хватает соуса подливы у вискарного. О них я рассказывал в своем предыдущем видео об Эдинбурге. Если не смотрели, то обязательно посмотрите. Ссылка в описании видео и в углу экрана. В общем, все равно неплохо. Все равно достойное начало, я не сомневаюсь, отличной поездки. Так что еще раз всем приятного аппетита. Меня ждет хаггис, ну и впереди футбол. По пути к стадиону мы наткнулись на магазин с программками. Ну и не только даже с программками. Тут и значки продаются, и просто какие-то разные артефакты на тему футбола. Ну и очень классно поболтали с владельцем. Я ему сказал, что дальше мы едем в Данди после сегодняшнего матча Хибс. И он сразу сказал: желаю вам оттуда уехать живыми. В общем, забавно. Посмотрим, что ж там такого в этом Данди. Но пока что возвращаемся в Эдинбург и идем в сторону Easter Road Stadium. Нас ждет Хибс против косовской Малишева. Перед матчем Хибс грех не заскочить, наверное, самый главный паб болельщиков клуба Harp and Castle, расположенный в каких-то 10 минутах ходьбы от стадиона на Лейт Волк. И этот паб существует не так уж и долго, где-то с середины 50-х, и изначально он был назван Томми Янгерс в честь легендарного вратаря Хиберниан, при котором команда в 50-х становилась чемпионом Шотландии. В 70-х паб поменял свое название на Harp and Castle, и здесь уже зашифрована связь корней клуба. Harp — это арфа, которая является символом Ирландии, а именно ирландцы основали Хиберниан. Ну и Castle — это Эдинбургский замок, главная достопримечательность столицы Шотландии. Ну и получается, сейчас этот паб — это, наверное, одна из главных достопримечательностей Лейта, потому что именно сюда стекаются реки болельщиков перед матчем. И, кстати, этот паб упоминался в легендарном трейнспоттинге Ирвина Уэлша. Кстати, Ирвин Уэлш — это тоже давний фанат Хиберниан. В общем, место очень интересное, место знаковое, и именно здесь я предлагаю поднять эту предматчевую пинту Гиннесса. Стоит, кстати, 5,80. В общем, всем cheers! Ждем крутого матча, ну и настраиваемся в толпе фанатов Хиберниан. По традиции знакомства со стадионом предлагаю начать с клубного магазина Хибс. Видите, магазин
не самый большой, но я не сомневаюсь, что здесь есть немало хорошего мерча. Вот, встречает он нас очень такими симпатичными футболками. Смотрите, какая красота. Стоят такие футболки неизвестно сколько. Ну это Art of Football, понятно. Это хороший бренд, который делает мерч для разных команд. Шарфы, полотенца. Есть панамки. Панамки я люблю и котирую, вы это прекрасно знаете. Стоит такая панама 16 фунтов. Кружки, ретро-мячи. Конечно же, форма. Играют Хипс в Рибок, что вообще сейчас не часто встретишь. Ну, симпатично сделано, качественно. Стоит 65 фунтов. Гостевой комплект. Кстати, очень приятный. И текстура, там вот рисунок, здорово. Ну, тоже 65. Конечно же, есть и моя любимая ретро-форма, но ее здесь, откровенно говоря, немного. Ну, все сделано на ScoreDraw. Фунтов по 40, я так понимаю, идет. Вот здесь интересный такой старый логотип Hibernian. Смотрится классно. Кепки, футбольные мячи. Такие, что идут просто в коллекцию. Еще несколько видов панам. Ну, тут прям можно разгуляться по панамам. Вот это очень веселая такая, в цветах сербского земуна, мне кажется, скорее, нежели Хипс. Ну и еще несколько стильных футболок на каждый день, ну или на матч-дэй. Вот. Разные эмблемы Хипс в виде пивных пробок. Флаг Шотландии в цветах Хипс. Ну, женские варианты тоже в наличии. Ну, такие вискарные бокалы есть. Но мы в Шотландии, конечно, вот Hibernian, Эдинбург. Стоят такие бокалы 39 фунтов. Такие мощные кружки по 29 фунтов. Фляжки с ракет. Шотики. 2 шота 12 фунтов. И вот такие очень крутые, мощнющие коустеры. 14 фунтов, набор из 4 штук. Классно. Ну, такие свитшоты в стиле Oasis по 40 фунтов. Ну, это тоже прикольные вещи. Что не прикольно, это то, что здесь вообще нету никакой мелкой сувенирки, типа пинов, кейрингов, вообще ничего. Это как-то вот вообще непривычно и странно. Но хорошо, что перед походом на стадион я заскочил вот к тому мужику с всякими программками и пинами и один значок себе в коллекцию прихватил. Традиционные вертушки, и мы в подтрибунке. Сразу. Чем встречает нас подтрибунка Easter Road? Пирогами. Здесь пироги от 4 фунтов. Наливают чай, кофе, горячий шоколад и боврил. Ну и всякие прохладительные напитки. Если что, напомню, мы в Шотландии, а в Шотландии на стадионах алкоголь не продается. Какие здесь есть пироги? Есть steak and gravy pie, то есть с мясом и с подливой, 4,60. Есть шотландский пирог за 4, его-то мы и возьмем. И, конечно же, боврил, вот он, собственно, пирог. Сейчас будем пробовать. Матч начался. Я на центре, рядом Ультрас Hibernian. Ну и звучат хорошо. Смотрите, прям вот конкретно организованная ультрас группировка. Барабан, пение, флаги. Кайф! Вообще атмосфера на стадионе прямо огонь, народ очень заряжен. Я даже молчу про Ультрас Хипс. Тут, в принципе, все трибуны, прям видно, активнейше готовы гнать команду вперед. Ну и делают это на самом деле по кайфу.
счет 1-0. В пользу Хипс. А это значит, что хозяева сравнивают счет по сумме двух матчей. В Косово Хипс умудрились проиграть со счетом 0-2. Причем никто не понял, как это случилось. Там шотландцы были абсолютным фаворитом, и вроде как по игре они были лучше, но факт остается фактом. Счет остается на табло 2-0 в пользу той самой Малишева. Я не знаю, честно, как правильно произносить название этой команды. И сейчас Хипс отыграли эти два мяча, и что-то мне подсказывает, что впереди будет еще больше забитых мячей со стороны клуба из Лейта. Впереди еще минут 70 игры, и тотальное превосходство их покажет на поле. Хиберния. Футбольный клуб был основан в 1875 году ирландскими иммигрантами Эдинбурга. У них в первое время даже логотипом была арфа, символ Ирландии. Ну и, если что, на секундочку, именно благодаря успехам раннего Хипс ирландские иммигранты, живущие в Глазго, в 1887 году основали Селтик. За свою более чем 150-летнюю историю Хипс могут похвастаться 4 титулами чемпиона Шотландии, но тут важно понимать, что 3 из них были завоеваны в конце 40-х, в начале 50-х годов прошлого века, а первое чемпионство было и вовсе в начале 20 века. То есть уже больше 70 лет Хипс не могут покорить чемпионат Шотландии, но в принципе оно и неудивительно. Навязать конкуренцию Селтику и Рейнджерс катастрофически сложно. В прошлом сезоне главные враги Хипс, Хартс, были очень близки к тому, чтобы прервать гегемонию клубов из Глазго, но нет. В последнем туре опять чемпионом стал Селтик. Помимо 4 чемпионств, Хипс трижды становились обладателем Кубка Шотландии. И здесь еще одна интересная история. Дело в том, что свой 3-й кубок они выиграли в 2016 году, а до этого в 1902. То есть 114 лет команда ждала своего 3-го кубка. Это все называли проклятием Хипс, и действительно все шло к тому, чтобы оно и продолжилось, потому что в концовке матча, в концовке финала Рейнджерс выиграли 2-1 у Хиберниан, и, казалось бы, очередной трофей идет в копилку клуба из Глазго, но нет, Хипс смогли откамбэчить. Сначала сравняли счет, потом забили победный 3-2, и кубок отправился сюда, в Лейт. 3-0. Ну, вообще по всем статьям выносят гостей сегодня Хиберния. В отличие от Англии, в Шотландии культура ультрас очень даже живет. Здесь все очень хорошо. Не только у Селтика с Рейнджерс, но и у других клубов. И Хипс в этом списке не исключение. Я думаю, вы сами все видите и слышите. Их блок 7 отличнейше, красивейше поддерживает команду.
не замолкают практически ни на минуту. Все время какие-то песни, заряды. Смотрится все это очень здорово со стороны. Вот сейчас команда чуть четвертая не забила. Ну и сегодня на секторе Хипс можно увидеть помимо лицевика Block 7, собственно, так и называется Ультрас, группировка команды, еще и флаг и баннер их друзей из марсельского Олимпика. Честно, до сегодняшнего матча я не знал, что есть такая дружба. Вот век живи, век учись, каждый день какие-то открытия. С другой стороны, стоит отметить тот факт, что из всей заворотки Famous Five Stand активным себя ведет только один сектор, вот этот Block 7, где и находятся одноименные Ультрас Хипс. Вся остальная трибуна абсолютно тихо, безмолвно сидит, никакого интереса к суппорту команды не проявляет, и это, конечно, уже печалит. Все-таки, как по мне, если ты пришел на трибуну, где есть Ультрас, ну, значит, все должны быть активными, все должны петь, все должны шизить, а не вот это вот все. Но в любом случае есть Ультрас и уже респект. Помимо прочего, здесь на Истер Роуд очень классно сделаны скамейки запасных. Они прозрачные, то есть вот сектор, вот болельщики, и вот здесь сидят команды. Вот, футболки с фамилиями игроков. Даже вратарские перчатки где-то вот там лежат. Ну, сейчас перерыв, понятно, никого нету, но вот это прям очень здорово сделано, интересное решение. Ну и вот сектор, центральный сектор, даже в перерыве битком. Вот и 4-0. Мне кажется, в этой паре уже все решено. И первый матч был какой-то просто непонятной случайностью, оплошностью. И сейчас все встало на свои места. Ну и забавно, вот с начала второго тайма не прошло и 15 минут, когда Хипсы забили свой четвертый мяч, и народ уже начал двигаться в сторону выхода. Ну, не все, но некоторые. То ли тут все решено, и им уже неинтересно на стадион ходить, то ли в паб просто хочется, ибо, еще раз напомню, на шотландских стадионах пиво не продают. Играет Хиберния на стадионе Истер Роуд, открытом в 1893 году, уже 133 года назад. Ну и вмещает на сегодняшний день стадион 20 421 зритель. Навскидку сегодня, ну, я думаю, на процентов 70-75 стадион полон. Я думаю, 1015 здесь есть. Да, абсолютно пустая гостевая трибуна, ну, понятно. Все остальное, ну, есть пустые места, но в общем и целом посещаемость очень даже достойная.
Тем более, что билеты недорогие, всего лишь 20 фунтов. Стадион такая типичная британская коробка, очень даже приятная, хорошая акустика. Ну и опять же, самое главное, что здесь есть те, кто создает эту акустику, кто поддержит команду. Да, их всего 7 рядов, небольшой кусочек, небольшой заворотной трибуны, но они есть, и вот за это прям респект. Такое всегда радует и глаз, и ухо. Свершилось внезапное 4-1 в пользу Хибс. Ну и если сейчас гости внезапно разродятся еще одним мячом, то оставаться нам здесь еще минимум на полчаса. Я, конечно, доволен тем, что я вижу и слышу, но холодно сегодня в Эдинбурге. Сидеть в ночи здесь на стадионе еще 30-40 минут нет никакого желания. И вот сегодняшняя посещаемость 15 182 зрителя. Как я и говорил, 3/4 стадиона сегодня собрались здесь на Истер Роуд. Финальный свисток. 4-1. Победа Хибс. Команда выходит в следующий раунд квалификации Лиги конференций. Итак, матч окончен. 4-1. Хибс одержали увереннейшую победу. Вот я даже не понял, откуда родился этот 1, потому что скорее там все шло к 7-0 или 8-0, но счет на табло все равно Хибс проходят дальше. И, если честно, увиденным сегодня я остался доволен, а главное, услышанным сегодня я остался доволен. Ультрас Хибс, они пусть и немногочисленные, пусть они не занимают всю заворотную трибуну, но при этом они создают отличную атмосферу, классно поддерживают команду и в общем и целом делают то, чего не делают 99% движух Англии. Поют на протяжении всего матча. За это им большой респект. Мне понравилось. Надеюсь, вам тоже это понравилось. Если так, то не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на канал. Пишите комментарии, как вам самим Истер Роуд и вот те самые Ультрас Хиберниан. Мне интересно почитать, да и в принципе вся эта движуха помогает продвижению моего контента и развитию моего канала. Ну и до встречи на стадионах Шотландии. Впереди у меня еще 2 дня граунд-хоп тура. Впереди у меня Данди Юнайтед Рейнджерс. Потом у меня будет Абердин Хартс. В общем, поездка будет интересная. Все это выйдет в течение следующих нескольких недель. Так что до скорых встреч!